Короче, ребята, Google превзошел сам себя. Случилась их презентация Google, на которой они представили свои обновленные продукты в AI мире, то есть с AI. И они показали такое огромное количество обновлений. Это онлайн-переводчик в режиме онлайн в Google Meet. Полностью снимается языковой барьер. Это видео просто киношного качества, просто это все сделано AI. Просто посмотрите. Агенты от Гугла, которые могут звонить, искать, договариваться с людьми, тебе давать отчеты. И еще много чего, в принципе, в экосистеме Google. Мы с вами живем в их экосистеме, и они теперь добавляют туда AI. И это помимо их языковой модели Gemini, прямой конкурент ChatGPT, который, в принципе, обновился. И сейчас все в Сан-Франциско говорят: а ты уже пользуешься Gemini? Ты перешла от Gemini? Проверь, они обновились. Он стал намного лучше чата GPT. В общем, в этом видео я решила это все объединить. Я вначале расскажу, какие же новинки они рассказали на презентации, только самые реально крутые, которые нам действительно могут быть интересны. А потом я покажу, что уже возможно в самом Gemini и почему сейчас люди говорят, что начинай переход, потому что нас держит привычка в чате GPT, хотя Gemini работает уже намного лучше. И там намного больше возможностей, и главное, он бесплатен. Там очень много доступных лимитов для всего-всего-всего по сравнению с чатом GPT. А в конце видео я дам такой бонус про одну тоже из продуктов Google, но почему-то на фоне вот этой всей большой презентации, потому что там реально взрыв мозга. Забыли про это обновление одного из, я считаю, самых лучших приложений Гугла, бесплатное, которое вы можете уже скачать на телефон и использовать. В общем, про него в конце. Оно, я считаю, вообще, в принципе, одно из самых нашумевших продуктов Google, про которые они должны говорить отовсюду. В общем, поехали. Что же на презентации? Первое, наверное, самое актуальное для всех нас – это онлайн-перевод в режиме реального времени в Google Meet. Вы общаетесь на русском языке, человек сидит, общается с вами на английском, перевод проходит в миллисекунды, этого незаметно, причем даже сохраняются интонации ваши. It's nice to finally talk to you. Es bueno hablarte finalmente. No puedo esperar a alquilar tu casa. И это уже доступно, она доступна только в Pro-версии в США, но единственное, что там только пока английский и испанский. Но они сказали, что прям вот в ближайшие недели они туда подкрутят и другие языки. Это огромнейшее конкурентное преимущество, и только ради него люди будут этим пользоваться. Как еще можно использовать? Вы же можете использовать не только в Google Meet. Вы, в принципе, можете включить Google Meet, одеть наушники друг другу, потом, и просто общаться вот так вот. Да, он там будет играть где-то Google Meet, но вы сможете общаться, и он будет переводить для вас речь. Это как одно из других применений. В общем, как только выйдет на русском языке, я тоже об этом сообщу, но пока английский, испанский, кто в США, пожалуйста, пользуйтесь на Pro-подписке. Pro-подписка стоит $20. Второй, генератор контента. Немножечко про это расскажу. Google, они заапгрейдили, то есть улучшили их существующие инструменты для генерации контента, это для видео, это изображений. Про изображения говорить не буду, но больше всего всех поразила обновленная версия Veo. Это нейросеть, которая теперь может генерировать целые сцены, видео, пением птиц, шум улиц, диалоги. Просто посмотрите, генерирует зумы уже онлайн, интервью на улицах, кино. Или вот, посмотрите, человек сгенерировал себе образ девушки. И эта штука, Veo 3, она уже доступна. Доступна, она, правда, только на подписку Ультра, которая стоит $250. И там разрешено генерировать до 80 клипов. Но вот, пожалуйста, она уже доступна. Там в подписке Ультра, кстати, много чего включено. Я в конце про нее расскажу, чтобы сейчас об этом не говорить. Следующее, третье, крутейшее обновление, оно называется Project Astra. И это прям следующее поколение ваших голосовых помощников. Что оно может? Этот ИИ, по сути, видит, слышит и сам принимает решения за вас. Применений масса. То есть показан был клип, где человек ремонтирует велосипед и спрашивает его, Астра, помоги мне, пожалуйста, найти видео конкретно над вот этой деталькой. Она такая: ага, поищу. Пролистывает видео на ютубе, выбирает конкретное, дает ему. О, понятненько, хорошо, спасибо, изучу. Ой, Астра, у меня закончилась деталька, можешь, пожалуйста, ее заказать? Она берет, звонит в сервисные центры, ее там заказывают, уточняет твой адрес, уточняет какие-то детальки и тоже это заказывает. Но, к большому сожалению, конкретно вот этот проект Astra даже не сказали, когда он выйдет. Сказали только, что сейчас он доступен только избранным тестировщикам. Но они готовят вот что-то такое похожее в другие их продукты Google Live. Этот режим, кстати, уже доступен. Во второй части видео я вам покажу. Это просто, если вы об этом не знали, что теперь буквально вы можете показывать AI, ваш компьютер, он будет вам помогать. Это будет во второй части, поэтому досмотрите до конца. А пока следующее обновление — это Agent Mode.
прям внутри приложения Gemini, то есть это будет ваш такой агент, который будет выполнять сложную цепочку действий. То есть там буквально показано, что ты говоришь: я хочу себе найти жилье, вот такая вот цена в таком-то районе, найди мне. Она идет в специальное предложение, она выбирает, она сама связывается с агентами, сама с ними переписывается, дает вам какие-то отчеты, договаривается о встрече с риэлтором от вашего имени через почту. Потому что это экосистема Google, и я буду не раз это повторять. То есть почему они имеют конкурентное преимущество? Мы с вами живем в экосистеме Google, и они теперь внедряют эти продукты туда, значит, все эти продукты могут быть объединены в одно единое целое, и не стоит беспокоиться, что нужно давать кому-то доступ в Google почту какому-то неизвестному разработчику, потому что у Google уже и так есть вся информация о вас, и вы просто, по сути дела, даете им же разрешение на просмотр. И Agent Mon, он уже доступен. Единственное, что доступен он только для платных подписчиков, но сказали, что в ближайшем будущем откроют опробовать этот сервис и бесплатно. Поэтому тоже следите, как только будут новиночки, я вам тоже расскажу. Что помимо этого? Помимо этого, Personal Context Gemini, то есть это ИИ сможет использовать ваши же данные с разных источников, с почты, с календаря, с документов, и использовать это, то есть брать это во внимание, когда вы задаете ему вопросы. Она пока не сильно классно работает, опять же, но будет в будущем такая вот идеология, что вы сможете найти, ваш AI сможет найти все, что-либо в экосистеме Google для вас. Из прикольного, примерка одежды, девушка показывает, что она берет в Гугле, ищет какую-то одежду, говорит: я хочу на себя примерить, загружает свои фотографии, Google прям примеряет на нее, учитывая ее пропорции, прям показывает, как на ней это будет сидеть. Например, там, ты сейчас решила это не покупать, через какое-то время тебе может прийти уведомление: ой, на эту вещь теперь скидка, можешь ее купить. Но единственное, что, опять же, это недоступно, естественно, на всех веб-сайтах, на которых мы обычно ищем одежду, а просто именно в поисковике Google. Поэтому, может быть, это не сильно актуально для девушек и для нас, потому что, опять же, мы ищем с вами одежду в разных бутиках, в которых нет этой опции Google. Там есть еще AI-поиски, но пока работает так себе. Там будет скоро Gemini в Google Chrome. То есть буквально на каждой странице, которую вы будете заходить, вы сможете спрашивать Gemini информацию по данной странице, на которой вы находитесь. Ну и много разной там всячины. И опять же, я вам показала то, что действительно может быть интересно. Все остальное пока еще в разработке, пока еще не выпустилось, да, пока еще нельзя прям нормально протестировать. Напоследок хочу вам сказать еще один анонс, который был на презентации, а именно новая фишка последней версии Gemini 2.5 Pro. Называется она Deep Think. В Гугле говорят, что это прям прорыв к рассуждению. То есть в режиме Deep Think AI будет анализировать сразу же несколько возможных решений, будет сомневаться и только потом там выдавать релевантный результат уже после того, как он все взвесил. На 3 самых сложных тестах эта моделька показала самые лучшие результаты, и вроде бы как это прорыв, да? Но я специально про это говорю в конце, и вот почему. Если будете, кстати, согласны, не согласны, пишите в комментариях, очень интересно подискуссировать. Потому что я заметила, что Gemini, ChatGPT, Grok, Claude, они все, по сути дела, хорошие модельки. Они достаточно умны для наших повседневных задач, для рядовых пользователей. И разница между ними для нас, она на самом деле минимальная уже. То есть сейчас вот эта гонка, кто умнее между моделями, она потеряла всякий смысл. Теперь главное — это адаптивность. Как быстро и подстраивается под нас, как удобно с ним взаимодействовать. И самое главное, насколько естественно он вплетается в нашу повседневную жизнь. И вот здесь вот у Гугла как раз все хорошо. Лучше, чем у всех остальных, просто потому что мы уже и так используем их сервисы каждый день. Google до сих пор является самым посещаемым сайтом во всем мире. Причем с очень большими разрывами. Поиск, Google документы, таблицы, календарь, задачи, Google Meet. Теперь еще и с переводом будет. Это и есть на самом деле для большинства из нас вот такая вот среда, к которой мы уже привыкли, которая уже решает наши задачки. А если они добавят AI, то это и будет резон всех, по сути дела, перейти обратно в Google и не использовать тот же ChatGPT. То есть им по факту даже не нужно завоевывать долю рынка. Мы и так уже у них есть. Поэтому, если говорить о преимуществе Gemini, наверное, самое главное их преимущество — это в то, что мы уже и так живем в их экосистеме. И внедрив AI во все вот эти продукты, будет резоном перехода на Gemini обратно. И вот тут мы переходим ко второй части видео, где я расскажу, а что уже тогда можно использовать в Google, причем бесплатно каждому, просто бери и пользуйся. Причем уже в экосистеме Google. Первое, наверное, и самое главное преимущество — это беспокойство, доверять ли нам доступы к разным AI-сервисам, доступ к нашей почте, доступ к нашему аккаунту, доступ к нашим Google документам. Безопасно ли это? И это абсолютно нормальное беспокойство, да? Но в случае с Gemini вот этот вопрос снимается абсолютно, потому что у них и так уже есть все наши данные.
Так вот, что уже можно протестировать, что они уже внедрили, они уже объединили все ваши сервисы, которым вы используетесь в Google, в одно единое русло, в одно единый такой управляющий центр Gemini. Переходите просто на веб-сайт geminigoogle.com через вашу почту, которую вы используете. Все, пишите собачку, и открывается список всех ваших гугловских приложений, которые вы используете, и вы можете просить Gemini делать что-то с этими приложениями. Например, вот я попросила вверху поставить мне встречу на сегодня 4:15. Он мне ее добавил, и оно появилось в Google календаре. Или, например, поиск документов. Кстати, это моя прям огромнейшая боль. У меня очень много разных документов, я их не могу потом найти. Тегаешь Google и просишь: слушай, найди мне документ про первый Zoom со студентами курса автоматизация WithMake. И он мне находит со ссылочками, прям, пожалуйста, мои 3 документика. Я говорю: слушай, а можешь мне, например, я просто как и, например, говорю, можешь мне, пожалуйста, адаптировать теперь вот этот док под только другую тему? И он прям берет и мне прям адаптирует мой же документ прям внутри. То есть он просто взял мой предыдущий документ и взял полностью, адаптировал стиль, взял как референс и полностью адаптировал только под другую тему другого курса. Круто! Мне кажется, это офигенно круто работает. То же самое и с другими предложениями. То есть, например, найди мне видео, последнее видео о Gemini на YouTube, пожалуйста, он мне находит эти видео. Или, например, Gmail, я говорю: слушай, найди новые неотвеченные сообщения на сегодня. Пожалуйста, он берет, мне выдает списочек, я могу легко нажать на это же предложение, мне открывается мой Google, я могу открыть сразу же это сообщение и на него ответить. То есть, по сути дела, это и есть твой персональный ассистент. Я теперь могу заходить в Gemini вместо чата GPT, тегать там почту и говорить: слушай, какие сегодня письма мне пришли, процитируй мне, пожалуйста. Здесь же уже можно, получается, и Google авиабилеты, и Google задачи, и Google диски, Google киперы. Это самое, мне кажется, самое крутейшее, что сейчас есть в Google, это как раз вот интеграция со всеми твоими предложениями. И я сейчас вот показывала, как можно использовать Gemini как ассистента в поиске всех вот этих предложений вместе, да. В платной подписке Gemini добавляется во все эти предложения. То есть я могу зайти на Google Docs, и там будет присутствовать уже Gemini, и я могу попросить его вместе со мной писать этот док. Либо, если это Google Sheets, я могу попросить Gemini мне что-то сделать в Google Sheets, рассчитать какие-то формулы и все, да. То есть больше не нужно платить сторонним сервисам, как мы раньше это делали, за то, чтобы добавлять, например, тот же чат GPT в тот же Google. Не нужно. Это уже будет интегрировано в Гугле от самого Гугла. Вот в этом и есть, короче, преимущество. Это что касается соединения всех гугловских приложений вместе и добавления к ним AI. Вторая классная фича, которая мне понравилась, вы уже можете использовать, это создание симуляций. Очень много про нее говорят именно в Твиттере, она меня очень впечатлила. То есть вы буквально можете задать Gemini вопрос: а что если? И она это спроектирует, но не просто, знаете, вам покажет какую-то картинку, а она будет учитывать все параметры. Вот, например, кто-то спросил: а кто победит, 100 человек или одна горилла? И моделька, она построила полноценную симуляцию, в которой были учтены физика, масса, сила, скорость, параметры движения. Все, и вы прям можете наблюдать. А что если? И вот она показывает реальный результат. Или, например, а что будет, если 5 солдат с М-16 сразятся против 100 римлян в формате черепахи? Gemini снова создает реалистичную симуляцию, показывает, а что будет. Это просто абсолютно новый уровень. Вообще, понимаете, что вы теперь можете? Мы теперь можем проверять гипотезы, которые у вас в голове. В общем, я считаю, что вот это очень достойная и классная новая функция, и она работает. Теперь следующая функция, она тоже бесплатная. Я просто в шоке, что такие вещи могут быть бесплатно. Это шеринг экрана AI-ассистенту. То есть вы буквально делитесь экраном, AI с вами сразу же вступает в диалог, то есть вы его слышите, он вас слышит, и вы просто общаетесь с AI касательно вашего экрана. Говорите: слушай, я вот сейчас заполняю какую-то там форму, какая здесь ошибка? Он скажет: я это протестировала на коде, я специально запустила код. Я ему говорю: слушай, что здесь делать, чтобы мне запустить этот проект? Аудио нельзя вам показать, дать вам послушать? Не записалось почему-то. Но вот он мне буквально говорит: слушай, видишь, вот там вот есть P, и возле P есть такая вот кнопочка play. Я говорю: да, вот это? Он говорит: да, нажимай на нее. Я нажимаю, и запускается код. То есть он буквально мне подсказывает, что делать. То есть буквально он становится вашим напарником. Он вместе с вами смотрит на экран, помогает разобраться, подсказывает. Если что-то не можете найти, помогает, проверяет вас, если нужно. Там, например, вы заполняете табличку или настраиваете какие-то параметры, работаете в каком-то незнакомом предложении, включаете экран, и AI вам помогает. Как по мне, это тоже прорыв. В чате GPT такой функции нет. Есть функция на телефоне. Кстати, если вы не знали, на телефоне тоже можно делиться экраном.
Когда вы включаете видеорежим, там есть 3 кнопочки, можно на них нажать и поделиться своим экраном. Но там нет десктопной версии, а здесь вот, пожалуйста, есть компьютерная версия. Используйте это абсолютно бесплатно. На сайте AI Studio вот есть вот кнопочка «Есть стрим». Следующая функция, которая уже прям в бесплатном режиме доступна, это у нас Research. Тестировала я ее на реальные задачи, задала ему вот такой вот промпт: изучи мой курс, проанализируй рынок, найди конкурентов и определи их сильные и слабые стороны, подготовь отчет. Я скидываю свой веб-сайт своего курса, и для примера я закинула тот же запрос в ChatGPT. Результаты вот 2 вы видите на экране. Конечно, весь вы документ, скорее всего, не прочитаете, но от себя скажу, что Gemini здесь меня действительно удивил. То есть я просто вообще на самом деле очень была удивлена Gemini, потому что год назад я настолько в нем разочаровалась, что я от него уходила. Я даже его в выпуске не помещала, где я сравнивала AI, потому что для меня это было просто разочарование века. Сейчас это все меняется. Видимо, они догнали, у них были эти технологии, но они просто, видимо, не ожидали выхода OpenAI, и вот, наверное, сейчас догоняют и, скорее всего, перегонят. Ну, не знаю. Так вот, что касательно этих 2 документов, как по мне, Google, на мой взгляд, прошел глубже. Если ChatGPT нашел какие-то очень огромные школы, известные всем, с которыми это, в принципе, не мои конкуренты, то есть это немножечко разные вещи, да, когда образовательная, прям целая огромнейшая организация школа, где там 100 плюс разных курсов, и где я от индивидуума запускаю свои продукты. Так вот, Gemini, он нашел курсы, которых я даже не видела, то есть каких-то индивидуумов, какие-то маленькие компании. Поэтому для меня это показатель, что он просто копнул глубже. Но самое удобное, я считаю, функция Research по сравнению с чатом GPT, то, что ты можешь дальше работать с результатом. Это же экосистема Google. И в Research есть отдельная кнопочка, нажимаете на нее, и весь текст сразу же переводится в Google документ, моментально, на твой же аккаунт. И там ты можешь сразу работать с этим документом в привычном интерфейсе. А на подписке Pro, там даже и AI в Gemini будет прямо в самом Google документе, и ты сможешь продолжать эту работу. Ну и точно так же это работает с табличками. Если ты просишь Gemini сделать какую-то табличку, потом просишь ее перевести в Google табличкой, оно переводит тебе. И самое главное, делает красивую, отформатированную табличку. ChatGPT пока с таким не справляется, потому что у него нет доступа к Google Sheets'ам, а у Gemini есть. Помимо этого можно создавать свои мини-приложения внутри AI студии. Называется это Starter Apps. То есть это такое пространство, где можно создавать разные приложения с Gemini на базе гугловских сервисов. Тут есть кнопочка такая Create Apps. Сразу скажу, без знания программирования пользоваться будет сложно, поэтому мы не будем на этом акцентировать внимание. Но вы можете посмотреть, что уже можно сделать. Как вариант, вот есть такое вот приложение, которое может создавать обучалки с ютубовских видео. То есть кто-то уже сделал такое вот приложение. Да, поскольку Google владеет YouTube, то у модельки очень хорошие возможности для анализа. Тут буквально вы просто можете какое-то обучающее видео закинуть, и вам сразу же это приложение создаст вам такую вот видео-игру-обучалку. Например, как завязывать шнурки. Или, например, как смешивать коктейли. И хотя мы, конечно, как кодеры, наверное, приложения создавать не будем, но мы можем использовать какие-то уже созданные другими разработчиками приложения. Или, например, вот это же приложение по созданию обучающих роликов вы можете использовать для себя. Ну и помимо этого тут еще можно создавать игры. Тоже на этом акцентироваться не будем, потому что я не кодер, у меня аудитория вряд ли связана с кодом очень сильно, не вся, большинство я имею в виду. Но здесь также можно создавать игры. Вот, например, я попросила сделать игру как Супер Марио, только вместо Марио сделать динозаврика. Потом попросила добавить грибочки, облака. Вот получается такая красивая рабочая игра. Можно сразу же поиграть в нее, протестировать, а потом, если что-то там, доработать. Но опять же, не для кодеров, это просто поиграться. И перед тем, как я расскажу, как вообще пользоваться Gemini, потому что там 2 разных пути использования, по ценам расскажу, вообще свое, в принципе, мнение, как я обещала, бонус, а именно то, что осталось почему-то незамеченным, хотя этот продукт, мне кажется, достоин больше всего внимания, и он больше всего нам актуален, он бесплатный. Туда добавили русский язык. Это приложение уже доступно на телефон, и это приложение называется Notebook LM. Это отдельный продукт Google, хотя и гугловский, поэтому про него почему-то всегда говорят отдельно. Но вот это супер инструмент для обучения. Это, мне кажется, один из самых лучших продуктов, который доступен вообще в принципе на сегодняшний день. Сюда вы можете закинуть все, что угодно. Подкаст, видео, книгу, документ. Нейросеть из этого может сделать майнд-карту, методичку, краткую сводку. Вы можете общаться прям с AI, вести диалог касательно этого материала. Но самое крутое здесь то, что вы можете с вашего любого документа, материала сделать такой вот аудиопересказ в формате подкаста. То есть на минуточку закидываем документ, и 2 человека общаются между собой касательно вашего документа. Но что они внедрили? Они внедрили, это, я не знаю, это мозговзрывная фича.
Они внедрили функцию, где вы можете вмешиваться в этот подкаст и прям разговаривать вместе с AI. То есть закидывайте, например, документ, какую-то книгу. Твои аишки начинают разговаривать касательно этой книги, рассказывать материал, обсуждать что-то, объяснять. Вы можете поднять руку, и вы можете с ними начать вести диалог. Вы буквально можете у них спросить момент какой-то, который вам остался непонятен, и они начнут дискуссировать касательно этого и ответят вам на ваш вопрос. Пока это единственное, что доступно только на английском языке, но это просто взрывает мозг касательно обучения. То есть вы буквально учитесь, можете учиться вживую, как на каком-то семинаре, как на каком-то курсе. Я теперь перед тем, как иду на прогулку, я просто закидываю какой-то материал, который мне интересен, вставляю наушники и иду и слушаю этот материал. Очень интерактивно, весело. Они там могут вздыхать, делать паузы, интонации менять. Это не знаю, это вот прям рекомендую всем попробовать, если вы до сих пор еще не дошли до него. Скоро они еще в эту штучку добавят видеообзоры. То есть буквально с вашего документа будет генерироваться презентация. Вы представляете? Вот я закидываю, например, свой документ, который я хочу показать, рассказать студентам. И буквально с моего документа генерируется презентация, озвучивается и может воспроизводиться. Вот это, например, Google сгенерировали видеообзор на свою конференцию. В общем, пользуйтесь обязательно. Ссылочка будет в описании именно на отдельный продукт ноутбук LM. Он пока бесплатен. Скачивайте и скажите ваше мнение. Это было то, что мне понравилось, то, что можно уже использовать прямо сейчас, и, как по мне, работает классно. То, что не работает, я не показывала. И важно вам сказать вообще, как этим всем пользоваться, потому что можно запутаться на первый взгляд, если вы, как я, не использовали Gemini вовсе. И сейчас просто потому, что все про него говорят, вы начинаете на него обращать внимание. У Gemini есть два варианта использования. Первое — это просто сайт Gemini, gemini.google.com. Вы на него заходите, все, бесплатная версия, пожалуйста, вот я зашла, ничего, регистрироваться не надо, просто подключайте свою Google почту и используйте. Супер просто, вообще барьера никакого. Но тут нельзя все, что я говорила, тут нельзя генерировать контент. Здесь мы конкретно, как в чате GPT, общаемся, можем создавать документы, работать с разными предложениями, просить его для нас сделать поиск, ну то есть все касается общения. А все, что касается контента, это у нас шеринг вашего экрана, это генерация картиночек, это генерация видео, это создание приложений. Это у нас доступно в AI Studio, тоже бесплатно. Просто переходите и тоже, опять же, регистрироваться здесь не нужно. Моментально подключается ваша Google почта и просто все уже открыто. Все, здесь вы можете общаться, генерировать картиночки, генерировать музыку, звуки, кодить в разные приложения, да, стрим только что, делиться экраном. Ну, то есть они решили вот так вот немножечко разделить вот эти два места. Ну, оба безумно доступны, просто заходишь, переходишь и пользуешься. И по подписке. У них есть огромное преимущество от чата GPT, то, что переписка, в принципе, с чатом и генерация многих вещей, она доступна бесплатно, то есть вам даже платить не нужно. Но какие-то там про-функции, например, те же агенты, тот же перевод Google Meets, они доступны по подписке в $20. Это называется подписка Pro. Есть еще подписка Ультра, она за $250, и там дается вообще абсолютно все, что есть у Google, то есть все, что доступно попользоваться обычным пользователям, там вы можете этим пользоваться. И помимо этого, то есть помимо их, в принципе, AI-функций, они там туда еще дают тебе и терабайты памяти, и они тебе дают еще на YouTube подписку премиум. Ну, то есть как бы они собирают все, что у них есть, и тебе дарят, пожалуйста. Возможно, тебе даже это будет выгодно, если ты пользуешься всеми этими сервисами и платишь за них отдельно Google. Я пока не буду переходить на Pro, я пока буду его тестировать в такой вот бесплатном режиме, и потом для себя сделаю выводы. Потому что я вам скажу так, что если мы задумываемся о переходе, то нам нужно уже начинать пользоваться другими приложениями, ведь переход будет довольно-таки сложным. Просто потому, что мы очень сильно привыкли. Я очень сильно привыкла к чату GPT, хотя я понимаю, что Grok во многих аспектах лучше, чем чат GPT. Там, если бы я кодила, я понимаю, что Claude лучше чата GPT. Вот тот же чат Gemini — это просто экосистема Google вся вот здесь вот есть. И, конечно же, это намного тоже лучше чата GPT, потому что я пользуюсь всеми продуктами Google. Но переход очень сложный. Даже человек, мой друг, который говорил мне: Аня, Gemini, бомба, переходи, реально они сделали прорыв. Они стали намного лучше, ну то есть Gemini стал отвечать намного лучше, чем чат, намного детализированней. Я говорю: ну что, пользуешься? Он говорит: слушай, пользовался, радовался, опять перешел на чат GPT, просто потому что привычка, просто потому что очень сильно привык. Так вот, я думаю, что мы все очень сильно привыкли к чату, и нам нужно уже немножечко так как бы отдаляться и понемножечку пробовать разные другие приложения, чтобы, так скажем, не попасть в эту клетку привычки. Вот так я скажу.
потому что мне, как и вам, абсолютно все равно, чем пользоваться, лишь бы оно было бы хорошо и качественно и действительно помогало решать наши задачки. Ну, естественно, если, конечно, какая-то компания меня проспонсирует, я буду больше говорить про нее, но это очевидно, наверное. Но пока никто не спонсирует, и поэтому я могу вот так вот открыто говорить про свое мнение. А так, на этом было все. Очень хочется послушать ваше мнение. Перешли ли вы на Gemini? Нравится она ли вам больше? Какие ваши впечатления? Расскажите. Возможно, каких-то деталей я не подсветила, потому что все детали, они, конечно же, у каждого из нас индивидуальны. Каждый из вас использует модельки для своих задач, и, естественно, для кого-то какая-то моделька будет лучше в каких-то определенных задачках. И это узнать можно только, если вы поделитесь этим. Это было все на сегодня. Все. Всем пока.